Всем привет! Сегодня у меня на обзоре клавиатура, которая вызвала неоднозначные эмоции, но как итог я остался ей более чем доволен. И это Velo 60 от iGlasstone Studio. Предыстория небольшая. Я долгое время заглядывался на эту клавиатуру, однако все никак не мог решиться на то, чтобы заказать ее и протестить. Но в один момент я все же сумел купить клавиатуру в нужном мне цвете с веном платой. Очевидно, я небольшой фанат магнитных клавиатур, поэтому магнитная плата была сразу же продана на этапе заказа моему дорогому другу Вайдеме. И через какое-то время я заказал себе Хайни подобную PCB, о изысканиях с которыми я расскажу чуть позже. Буду с вами честен, я уже давно не особо хочу покупать клавиатуры, и до Веллы последней доской был Bias DE. Но все же мне хотелось взять какую-то повседневную клавиатуру, и Velo под это идеально подходила. Она стоит относительно недорого и имеет вот эти вот карбоновые элементы, значительно отличающие ее от остальных недорогих досок. Клавиатура намеренно сделана легкой и гоночной с карбоновыми вставками, что я считаю действительно крутым решением в плане игровой клавиатуры, так как ее изначально позиционировали именно так. В целом концепт легких клавиатур мне нравится куда больше тяжеловесов, мне подходит звучание таких клавиатур явно больше. Звук кажется более ярким и открытым на фоне относительно приглушенных тяжелых досок. Так тем более досок, у которых есть внутренний условно латунный или медный вес. Угол наклона клавиатуры составляет 6,5 градусов, что для меня оказалось действительно комфортным в 60% формате. Передняя грань составляет комфортные 17,5 мм, а вес в свою очередь 1,1 кг. Сайд-профиль у клавиатуры имеет ХГ сайды и приятный скос к центру нижней части клавиатуры, образуя сдержанную, но в то же время рубленную форму. На задней части клавиатуры находится карбоновая пластина, внизу которой красуется бейджик с названием клавиатуры. Клавиатура имеет хоть и небольшое разнообразие цветов, но все же его имеет. К слову, карбоновые вставки подходят под каждый из цветов. В моем случае это серебряная клавиатура с серебряными карбоновыми вставками. Но также есть черная с черными вставками, красная с черными вставками и молочная с серебряными вставками. Молочная, к слову, выполненная в Якуоте. Внутри клавиатуры нас встречают ступеньки на нижней части, которые нужны, чтобы снизить переднюю грань. И также есть ступеньки в кабель-канале. И выглядят они, как по мне, приятно. Датаборд размещается в перевернутом состоянии, что сделано, чтобы разместить его ниже к дну клавиатуры. Панели из карбона сделаны с использованием CNC-обработки, чего я ранее не видел в таком формате для карбона. Крепятся они при помощи 6 винтов по технологии Bion Bolt. Мне, честно говоря, нравится, насколько много клавиатур и в абсолютно разных сегментах начали появляться с использованием данного строения. Я встречал это уже и в масс-маркет сегменте, например, в VTK, QK, Hex 80, где используется Bion Bolt, и в некоторых других бюджетных клавиатурах. Это все-таки сама по себе технология очень удобная. Это прячет винты, но в то же время не влияет никаким образом на пинг или еще что-то в этом роде. Да и в целом при таком строении вместо AI03 подобных стоек под винты это куда прочнее. И нужно меньше винтов для того, чтобы клавиатура прочнее сцеплялась. К слову, в этой клавиатуре есть поддержка скрю-ин стабилизаторов. Это довольно приятно. Они сделали дополнительные вырезы в корпусе, и проблем со сборкой не возникло вообще никаких. В целом, необходимости снимать верхнюю панель нет, но что касается нижней, ее приходится каждый раз откручивать при сборке клавиатуры. Если у вас, конечно, есть блокеры. А теперь мы поговорим о самом проблемном месте данной клавиатуры – стойки под A-Ring. Они сделаны так же, как и на клавиатуре Venom 60, что доставило мне огромные проблемы при использовании нормальных унифицированных плат. Начнем с того, что Unicorn точки не подходят совсем. Плата стандарта Хайни также не подошла, что для меня было очень грустным открытием. То есть вам нужна PCB именно формата Venom, что просто проклято. Как итог, я напилил две платы. Две платы пришлось выпиливать, чтобы стойки подходили. И я уверен, что для большинства это будет отвратительным ивентом, который я совершенно не могу рекомендовать. Важная информация для тех, кто все же захочет это сделать.
Я настоятельно рекомендую вам делать это не на сухую, как бы это странно ни звучало, потому что стекловолокно будет лететь во все стороны. Я лично мочил напильник и мокрым напильником шарашил новые дыры. Что поделать? Тяжела ноша клавиатурного энтузиаста. За исключением этого момента проблем нет никаких. Разве что вам стоит учитывать расположение дорожек, потому что вполне вы можете просто их повредить, если ваша PCB не поддерживает этого. Мои поддерживают. Смешная напилка плат. Клавиатура, к слову, производства Kibi Defense. Соответственно, и упаковки у нее точно такие же, что в целом абсолютно ожидаемо. Кейс такой же, как и на Mark III, с материалом, визуально напоминающим карбон. Работает в тандеме с дизайном клавиатуры, и я считаю это отличным решением. Да и сам кейс на самом деле действительно приятный. Ну и по мелочи она укомплектована орингом, предположим, что это 50 дура, довольно жесткий. Точную информацию я просто не смог найти, ее нигде нет. Я не знаю, где ее искать, скорее всего, где-то лазить по дискордам. Ну и, разумеется, набор Venom с плейтом. В моем случае этого нет. У меня был плейт, напиленный гиперборингом из карбона, который мне тоже пришлось пилить, поскольку он был под плейт маунт стабилизаторы. И меня это на самом деле разочаровало. Билд следующий. Стабилизаторы Swagcase Night V4, сухие Cherry MX Black со свапнутыми пружинами на 22 мм, тремя стейджами и весом в ботами 63,5 грамма. И напоследок все это было заполировано карбоновым плейтом. И честно, звучит это шикарно. По крайней мере для меня. Я был в полном восторге от полученного звука и в особенности карбоновым плейтом, который очень приятно дополняет шуршащие переключатели и дал это вот звонкое яркое звучание. Конечно, я не могу сказать, что мне очень нравятся карбоновые плейты, тем более на каком-нибудь топ-маунте. И в целом я бы относился к ним достаточно осторожно, поскольку мой прошлый опыт был не самым лучшим. Если говорить в общем, клавиатура не имеет никакого пинга, звона или чего-то подобного. Поэтому я могу назвать эту клавиатуру действительно приятной, и она определенно заслуживает внимания. Я считаю ее реально недооцененной. Звучит здорово, легкая, 60% с интересным дизайном. Я пользовался ей на протяжении 2 месяцев на повседневной основе, не доставая вообще ничего на стол. Я надеюсь, вам понравится эта клавиатура так же, как и мне, но уверен, что вам не понравится так же, как и мне, пилить плату, либо вам просто придется сразу же искать ее. Спасибо всем за просмотр. Можете написать в комментариях, что вы думаете об этой клавиатуре. И вообще, с какого перепуга стойки сделаны именно так? Пока.